Всем привет! Недавно появилась новая версия приемника Malachit DSP. И эта новая версия теперь перекрывает диапазон частоты 250-300 МГц. Соответственно, мы можем на этот приемник теперь послушать спутники Сатком, радиохулиганов на спутниках Сатком. Почему радиохулиганов? Потому что люди, которые работают через эти спутники, выходят в эфир на входных частотах спутниковых ретрансляторов 290 МГц, плюс-минус несколько МГц. Естественно, ни у кого разрешений на 290 МГц на выход в эфир нет. Поэтому радиохулиганы, но это не важно. Важно, что теперь на приемник Malachit можно послушать эти частоты. Для того, чтобы это сделать, я опять буду использовать вот такую вот антенну с крестообразным диполем сдвоенным, который сфазирован через фазосдвигающий отрезок кабеля. И эта антенна будет включаться у меня непосредственно к приемнику Malachit. Антенну временно я закрепил с помощью проволоки, примотал к ручке штатива, вот так вот на штативе ее закрепил, зато удобно можно направлять ее теперь куда угодно, и по азимуту, и по высоте, по элевации. Максимум сигнала получается у меня примерно вот с этого направления, при таком расположении антенны. Как видите, нахожусь я сейчас в лесу, и, конечно же, много очень деревьев, и они вносят какое-то затухание. Но затухание на самом деле небольшое, по двум причинам. Во-первых, сигнал от спутника приходит не ровно вдоль Земли, с горизонта, а немножко выше горизонта. Поэтому сигнал этот проходит не все деревья, которые есть от меня здесь в направлении спутника, а только часть. Во-вторых, частоты 250 МГц. Это не какие-то гигагерц, не 2,4 ГГц и даже не 430 МГц, а частота гораздо ниже. И затухание на ней не такое уж и большое, поэтому слышно более-менее нормально. Должно быть. Антенна эта не очень эффективная, хоть она и сделана специально на частоты Сатком, но эффективность ее не очень высокая. Это всего два элемента, то есть один рефлектор и один активный элемент. Активный крестообразный, потому что круговая поляризация. На приемнике уже четко видно шумовую дорожку от ретранслятора транспондера спутника на частоте 255-550. Самая такая частота активная, самая популярная. Надеюсь, кого-нибудь на ней сейчас мы услышим. И надеюсь, это будет не мат, так как в прошлый раз, когда я слушал эту частоту, было очень много матершинников, очень много мата. Это, конечно, неприятно было слушать. Не знаю, за время, прошедшее с того дня, когда я слушал предыдущий раз эту частоту на приемник Роды Шварц, я вам это показывал. Конечно, время прошло немного, и эти матершинники вряд ли успели повзрослеть и стали меньше материться. Ну, может быть, просто сегодня другие люди будут на частоте, которые не так много ругаются. Еще раз ваш позывной, не услышал, например, патрон. Патрон? Да уже общались, здесь любитель. Да, принято любитель. Да, сейчас смотрю, как бы все кошечки утихли, видать, стакан себе поглубже налили. Но и что-то как в последнее время тишина, там даже как-то скучно стало. В принципе, есть еще другие каналы. Да, я как-то не любитель бегать по основным, там, таким. Так, на сканерах включил, то, что есть, то есть. Видно, что чувствительность у приемника на этом диапазоне есть, и даже шумовую дорожку видно очень хорошо на спектрограмме на водопаде. И слышно всех более-менее нормально, даже на такую малоэффективную антенну. Если бы антенна была более эффективной, несколько элементов или спиральная, не в смысле спиральная укороченная, как у носимых радиостанций, а спиральная с круговой поляризацией, с длинной спиралью, то, я думаю, слышно было бы еще лучше. Что-то вообще в последнее время скучно стало, смотрю. Все на работе, все занятые, никто в эфир не выходит. Бляха-мука, все-таки разные часовые пояса дают о себе знать. Раньше было интересней. Вообще активность какая-то сегодня на частотах Сатком не очень высокая. Пробежался по другим каналам и просто покрутил, так сказать, волкодер, посмотрел, посканировал, что будет рядом слышно на 250-260 МГц. Видно еще несколько транспондеров, от них точно так же шумовые вот эти вот дорожки видны на водопаде, но никакого радиообмена там не слышно, ни русскоговорящего и, соответственно, ни зарубежного. А где котик-каток, шелковый лобок? В сторонку отошел, пузо почесать, судя по всему. Радует, что в новой версии приемника Malachit
теперь источник питания больше емкости. Вот в этом стоит два элемента 18650, и, конечно, хватает его гораздо надольше, этого источника питания, для работы в автономном режиме. Голос похож, Йорш. Это если я сейчас добавлю в это пиво спиртику, это будет Йорш. Мы когда-то на заводе, на военном, нас это оборотная валюта ходила 50 грамм спирта. Хочешь с пивом, хочешь поменяй на кабель какой-то, на припой, на канифоль, на хер на чё. Да, было время, когда шабашка мерилась пол-литрами, да, помню это дело, да. Это вот так вот. Нахожусь центр Украины, Крещатик 25-26. Между ними протянута антенна. Понятно. А я, можно сказать, Днепропетровская область. Зрозуміло. Питань нема. До зв'язку. Я тут паяюсь, блок живлення ремонтую. Шумоподавитель в этом приемнике, насколько я понимаю, сделан только по уровню сигнала, а не как в УКВ ЧМ радиостанциях по уменьшению уровня широкополосного шума на выходе ЧМ-детектора. Поэтому настроить шумоподавитель здесь, вот именно на выходе саткомовского ретранслятора, транспондера, достаточно сложно, так как уже сам шум с выхода передатчика ретранслятора на спутнике уже имеет какой-то свой значительный уровень, его также прекрасно видно на спектрограмме. Соответственно, уровень сигнала полезного не намного превосходит уровень этого шума на выходе передатчика, на выходе транспондера и, соответственно, на входе приемника. И поэтому шумоподавитель, если настроишь грубо, чтобы он не открывался от слабых сигналов и периодически не срабатывал, не было ложных срабатываний, то можно пропустить какие-то и полезные сигналы. Здорово. Пиво. Товарища ждал, а он сказал, я не успеваю, не получается. Набрал пиво, полный холодильник. Что теперь делать? Ладно, я тут под пиво блок питания какой-то нашел. Восстанавливаю. Да. А так докладываю, звездненько был. Он выносил мозги, ему вынесли мозги. В общем, он там попал. Понятно. Ладно, сейчас продолжим, будет ли мы ближе там 2 метра. Неплохо бы, конечно, что в приемнике был еще шумоподавитель специально для режима ЧМ, который работает по анализу спектра на выходе ЧМ-детектора. Но, наверное, это мало когда понадобится. По крайней мере, если слушать не выход саткомовских спутников, а что-то другое, какую-то обычную радиосвязь в частотной модуляции, то, скорее всего, это не понадобится. КП, Сквозняк, привет. Здорово. Вначале был Йорш, просто рюмочка чая. Ой. Сократил. Горелые. И вот что. Херня какая-то творится на планете. Да? Резко континентальный климат тут уже. Вот так вот. О, всю жизнь мягкий был. Меняется. Ладно, все хорошо, все отлично. Там по канале тишина, абсолютно вообще уже никто не общается. Ну да, он у меня включен целый день. А нет, в центральную Украину кто-то выходил, я связался и все. Один раз за весь день. Ну что ж, слышно, действительно, разговаривают люди. Приемник все это прекрасно принимает. Так что, действительно, в новой версии есть прием частот 250-300 МГц. И не просто есть этот прием, чувствительность там достаточно высокая. Разбежались. Работать, бухать. Кому как. Пятница. Кто еще на работе, кто поедет, кто уже отдыхает. Ну да. Почему М7? Неплохо М7. Неплохо работает. Ну, работает. Вроде работает. Все принято. Спасибо. Добро. Стал прохладный, пока я сидел полдня, слушал приемник.
Я уже немножко замерз и проголодался, поэтому надо подкрепиться. Удачи. Я буду подходить сегодня день уже после работы. Все нормально. Только аллергия мучает. Ну ладно, то такое. Это кто тут компьютер включает, а? Да ёп, Томский городовой. Что за хрень-то с таким говняным качеством? Да, в тангенту крутят. Никто переходника не сделает, чтобы крутить музыку нормально. Не-не, КТ, крутит музон. Да, пионер, привет. Принимаю тебя, зашибись. Вот, здесь много корреспондентов. Вот, я лично Сириус. Приветствую, Сириус. Аналогичная фигня. Также принимаем. Лето закончилось, к сожалению, но ничего, зимой тоже будет много интересных моментов. А сейчас на этом пока все. Будем наблюдать дальше, как работает новая версия приемника Malachit DSP в разных обстоятельствах, на разных диапазонах. Послушаю на него что-нибудь еще интересное, покажу вам это в отдельном видео. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте разные приемники, слушайте эфир в коротких волнах, в ультракоротких, в городе, в лесу. Занимайтесь радиосвязью, радиолюбительством. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.